Всю ночь шел проливной дождь, который не прекратился и утром. После сытного завтрака блинами с джемом и сгущенкой мы продолжили ничего не делать, поскольку в дождь выдвигаться крайне не хотелось. Только ближе к обеду между дождями стали появляться продолжительные перерывы. Время без 10:02. Немножко подсушили палатку, вещи кое-какие. И решили все-таки дойти в сторону перевала Чертовы ворота. Прям практически под него встать. Наверное, на водопады сегодня уже не получится пойти, как планировали. Но хотя бы с места уже сдвинемся. А то все-таки надоедает на одном месте сидеть постоянно. Вернулись к месту, где начинается тропа на пик Черского. Вот она вверх уходит. Тут как раз только мы поднялись, и сразу нас окружило облако. Но до перевала Чертовы ворота в этот день мы не дошли и остановились в долине ручья Посетительского. Поставили здесь палатку в таком живописном месте. Я немного не доглядел, не спросил у людей про водопады на реке Подкомарной. Оказывается, вчера мы здесь ходили возле этого ручья Посетительского. И нужно по нему спускаться дальше вниз. Он дальше сливается с речкой Каменкой и как раз образует реку Подкомарную. То есть дальше тропа идет после этого водопада, после нашего вчерашнего. Ну вот так вот быстренько собирались. У людей не уточнили, тропы на картах не отмечены. Поэтому так получилось. Зато прогулялись немножко, осмотрелись. Здесь достаточно красиво. Горы. Здесь вот за этими деревьями сейчас не видно. Как раз перевал Посетительский. Вот он, показалась седловина. Дальше как раз второй Голец левее идет. Здесь вот у нас какие-то соседи пришли, никого нету. Палатка уже стоит. Так, ну, соответственно, вот отсюда спускались. Как раз Старокамарская дорога идет здесь. Здесь подальше перевал Чертовы ворота. Вот она, седловина как раз. Также пока сюда шли, встретили двух туристов из Самары. Они возвращались с речки Утулик, на которую мы изначально хотели пойти, чтобы перейти ее вброд, и дальше у нас маршрут шел вдоль ее берега. Вот ребята сказали, что уровень воды в реке достаточно высокий. Ну, в принципе, то же самое нам говорил и сотрудник МЧС, когда мы оформлялись, регистрировались. Ну, с одной стороны, это его работа, чтобы отговорить туристов идти в лес, вместо того, чтобы их потом оттуда доставать. Вот. Ну, ребята там пару дней на Утулике просидели, и ночью проверяли уровень воды, и днем все равно он высокий. Они вот выше меня на голову были примерно, ну, может, поменьше чуть-чуть, чем на голову. И им все равно уровень воды по пояс был. Думаю, если даже я пройду один, то Вику такой поток воды точно снесет. И мы, скорее всего, не пойдем туда и будем, наверное, как-то перестраивать маршрут по-другому, пересматривать. Ваня нашел трофей. Когда к стоянке подходили, нашли 2 банки каши рисовой с говядиной. Стояли заботливо, кем-то оставленные на камне. Мы подумали, все равно, если медведь пойдет, он все равно разгрызет эти банки, прикормится здесь. И решили, короче, их взять и съесть на обед. Сейчас вот греем. Открыли, довольно вкусно пахнут. Сейчас будем есть их. До Чертовых ворот мы не дошли, как я уже сказал, благодаря встрече с самарскими туристами. Изначально планировалось, что от перевала мы спустимся по реке Спусковой к реке Утулик, перебродим ее, пройдем до Гольца Салзан, поднимемся на пик Бабха и выйдем к железной дороге рядом с городом Байкальск. Однако, как оказалось, должно сильно повезти, чтобы в первой половине июля уровень воды в Утулике позволял перейти эту реку вброд. Снова пришлось перестраивать планы. Сегодня мы решили остановиться здесь, а завтра сходить на Чертовы ворота. К вечеру, впервые за день, туман рассеялся, и горы с тайгой окрасил малиновый закат.
Закатов в горах Хамар-Дабана, кроме этого, мы больше не видели. Утро следующего дня было пасмурным. Изредка накрапывал непродолжительный дождь, но на наше счастье он не усиливался. Мы же отправились к перевалу Чертовы ворота. Хоть наш маршрут и сократился, но не посмотреть перевал и перевальное озеро мы не могли. На тропе изредка встречаются остатки старинной гати, проложенной здесь более 2 веков назад. В одном месте тропа вплотную подходит к реке Каменке. Здесь ее русло проделало себе небольшой, но довольно грандиозный каньон, в котором вода с шумом низвергается с каменных уступов. После небольшой фотосессии теперь на них у нас появилось много времени. Идем дальше. Тропа, идущая к перевалу, немного сырая, потому что проходит через заболоченные участки. Через некоторое время тайга начинает расступаться и показываются покрытые тундрой склоны гор. В тенистых местах еще остались снежники, но сама тундра уже позеленела. Ближе к седловине перевала Чертовы ворота начали встречаться информационные плакаты, информирующие о том, что мы попали на территорию Тункинского национального парка. Здесь через перевал проходит граница Иркутской области и Республики Бурятия. Как я уже сказал, на перевале находится озеро, по нему и названное Чертовым. Небольшое, площадью около 5000 квадратных метров, озеро Чертово раскинулось на высоте 1728 метров над уровнем моря. Оно питает реку Спусковую, впадающую в коварный Утулик, но надземного стока из него нет. Тропа, проходящая по долине Спусковой, очень крута, из-за чего на ней имеются серпантины. В этой долине зимой часто случаются лавины, и на перевале стоит памятник погибшему под одной из них туристу. А ведь раньше здесь проходила одна из важнейших почтовых дорог. Но и в те времена она не была простой. При строительстве тракта здесь были сооружены специальные каменные террасы и 23 серпантина с перилами, потребовавшие, со слов современников, 1000 бревен. Отсюда мы хотя бы частично смогли окинуть взглядом места, в которых нам не довелось побывать в этот раз. Даль, куда только может достать взгляд, уходит бесконечная тайга и горные хребты Хамар-Дабана. Между ними несут свои воды бурные горные реки и ручьи. Бродят дикие животные, не пуганные человеком, и гуляют ветры, несущие непогоду, такую частую в этих местах. Вскоре непогода начала настигать и нас, поэтому мы потихоньку отправились обратно, в сторону лагеря. Ты чуть поближе подойди. В этот день, после Чертовых ворот, мы хотели побывать на знаменитых водопадах реки Подкомарни. Но когда ближе к обеду мы вернулись к палатке, горы затянуло густым туманом, который начал поливать нас проливным дождем в течение целых суток.
Почти сутки прождали погоды, но погода так и не пришла. Поэтому мы решили все-таки сходить, рискнуть до водопадов. Тем более там в ущелье вроде бы тумана нету. Правда, все мокрое, сырое. Стоит отметить, что северная часть Хамар-Дабана, которая примыкает к южной части Байкала и на которой мы находимся, является самой влажной в Прибайкалье. Дожди здесь идут буквально сутками, а в год осадков выпадает около 1300 мм. Вследствие этого растительность здесь достаточно богатая. Сланник бывает очень густым и совсем непроходимым, а вкупе с крутыми склонами и скальными обрывами, раскиданными по тайге, она заслужила звание сибирских джунглей. От настоящих джунглей ее, пожалуй, отличает лишь видовой состав и низкие температуры воздуха. В этот день мы решили прогуляться и посмотреть водопады, расположенные еще дальше тех, что мы посетили пару дней назад. Тропа здесь есть, но передвигаться по ней достаточно сложно. А сейчас, после дождя, она стала скользкой, и на каждом камне, на каждом корне дерева приходится быть максимально осторожными, чтобы не упасть и не травмироваться. Мокрые ветки и трава уже изрядно промочили нашу одежду. Было холодно, и мы очень боялись, что в какой-то момент реку придется переходить вброд. И он вроде бы даже настал, поскольку тропу мы потеряли, а на противоположном берегу она частично просматривалась. Но, отказавшись от дальнейшего пути, мы вернулись в лагерь. Однако один из самых крупных водопадов реки Подкомарной увидеть все же удалось. Вернувшись, мы собрали вещи и выдвинулись в обратный путь, в сторону Слюдянки. День подходил к завершению, но несколько километров пройти еще можно, да и завтра идти придется меньше. У дороги нам повстречался яркий щур со своей подругой. Их самки, наоборот, имеют защитную окраску. Птицы эти, как оказалось, не очень пугливые, чем мы и воспользовались, с удовольствием поснимав их. Пройдя метеостанцию, мы остановились на стоянке между тропой и рекой Слюдянкой. В этом месте мы снимали бурундуков, когда поднимались к метеостанции. Утром по уже знакомой тропе мы выдвинулись в сторону города Слюдянка. Мы решили попробовать добраться до конечной точки нашего не сложившегося маршрута горы Бабха. Для этого надо спуститься в город, найти транспорт и доехать до реки Бабха, вдоль которой идет тропа к вершине. Обратно идти быстрее и легче, но все равно нас задерживают забавные зверьки-ероши, и мы отвлекаемся на съемки. Чистит. Не, подумал долго и так решил. Вскоре мы были на базе отдыха и решили отдохнуть здесь. Подходя к очередному мосту через Слюдянку, совершенно не ожидая этого, мы увидели американскую норку. Вот и город Слюдянка. Связавшись с таксистом, который подвозил нас в день приезда, мы отправились к началу тропы. По пути проезжаем коварный Утулик. От автомобильного моста через Бабху тропа уходит направо, на юг. По ней через лес, снова похожий на джунгли, мы прошли пару километров и перед началом подъемов поставили палатку. Вчера прошли примерно 2 километра от дороги и расположились неподалеку от речки Бабха.
вдоль которой, собственно, поднимаемся. Сразу побежали на водные процедуры в речку. Потом поставили палатку, и как-то не до съемок было. Начали готовить ужин, легли спать. Сейчас собираемся дальше в путь. Правда, сегодня уже поздно, уже 11 час, где-то 10:30. Отдыхали после вчерашних путешествий. Через несколько сотен метров тропа начинает взбираться на крутые берега Бабхи. Ее русло сужается, и течение становится заметно мощнее. Сама тропа, в отличие от тропы на пик Черского, намного сложнее. Часто она проходит по отвесным бортам реки, порой круто поднимается в лес и также круто спускается обратно. Во многих местах туристами оборудованы различные страховки в виде веревок, проложены мостки на непроходимых прижимах, кое-где сделаны лестницы, а иногда встречается все перечисленное в одном месте. После продолжительных дождей и внезапно наступившей жары в лесу не было ветра и стояла высокая влажность, что только осложняло и без того сложное передвижение. Тропа местами не успела подсохнуть, поэтому часто ноги скользили по ней, и особенно неприятно было на спусках и подъемах. А иногда даже немного страшно, когда, например, под ногами клокотала вода, а ботинок норовил сорваться с мокрого камня или бревна. Часам к 2 дня зарядил дождь, и мы решили на сегодняшний день ограничиться небольшим пройденным расстоянием. На следующий день, на наше счастье, была замечательная погода. Остатки вчерашних туч и туманов постепенно рассеивались, и мы с утра пораньше отправились в путь. Вскоре, дойдя до стрелки реки Бабха и ручья, на которой находится большая стоянка, мы догнали группу туристов, идущих на пик Бабха. Здесь через реку проложен мост с названием «Разводной». С виду достаточно надежный, при перемещении по нему мост требует особого внимания и осторожности, иначе достаточно одного неловкого движения, и можно оказаться в бурной ледяной воде. У Вики он и вовсе вызвал панику, и она отказалась идти по нему на обратном пути. После моста начинается сложный, но интересный участок тропы. Здесь, на крутом берегу, растет высокий и густой стланник, замедляющий передвижение до нескольких метров в минуту. А сразу после стланника на реке находится прижим, который обходится по крутой скале. Спуск с нее оборудован страховочной веревкой и лестницей. После прижима мы увидели брод через Бабху и решили, что обратно пойдем здесь. Через пару километров незабываемых приключений река и тропа начинают расходиться. Бабха уходит на запад, а тропа на юг. Здесь начинается затяжной крутой подъем. Он хоть и сопровождается густым стланником, но сложен только тем, что достаточно крут. Здесь я подумал о том, что вчерашний дождь, моя усталость и лень оказались мне на руку. За один день весь путь пройти было бы очень тяжело, а учитывая, что после обеда шел дождь, мы были сильно уставшие и сильно промокшие. Когда мы вышли на открытые участки тропы, увидели, что сзади с Байкала ползет низкая облачность. Скорее всего, опять будет дождь, а мы уже были практически под отвесными стенами пика Бабха высотой 2061 метр. С трудом найдя стоянку на берегу ручья с прозрачнейшей водой, мы поставили палатку и
и развесили сушиться влажные после дождей вещи. В нас еще была надежда, что небо останется ясным, и мы поднимемся на эту гору. Облачность ползет к нам, которая весь день преследовала. Ближе к утру зарядил промозглый дождь, который затянулся больше, чем на сутки. Таких длительных дождей я еще не встречал. Идти на гору в такую погоду достаточно опасно. Скользкие камни под ногами и слабая видимость в тумане – плохие спутники, да и мокрая одежда вряд ли прибавит настроение. И мы весь день сидели в палатке, читая книги. 8 час вечера. В 10 часу вечера только со стороны Байкала, с севера, начали показываться признаки того, что нас, возможно, завтра ожидает хорошая погода. Но гора по-прежнему все еще затянута облачностью. Ровно в 6 утра, выйдя из палатки, мы обнаружили гору и соседние склоны, залитыми золотыми лучами восходящего солнца. Но, как говорится, наша радость была недолгой, и через пару часов небо вновь нахмурилось и пошел дождь. Решив больше не ждать с моря погоды, мы начали собираться в обратный путь. Такое вот получилось неудачное знакомство с таким красивым и суровым хребтом Хамар-Дабан. Более чем за сутки дождь промочил тайгу, что называется, насквозь, и тропа под ногами раскисла, хлюпала, а ноги соскальзывали со всего, на что наступали. Байкал в облаках был, когда поднимались. С некоторым сожалением, взглянув напоследок на гору Бабха, мы углубились в лесную чащу. Теперь вода была и сверху. Вскоре показался и брод через реку. Вика категорически отказалась возвращаться через мост разводной. Очень уж сильно шатались его конструкции во время перехода через него. Куда проще промочить ноги, а не купаться целиком. Да и тропа до стрелки оказалась немного проще, чем на противоположном берегу. Понравилось? Ну, освежает. Ближе к вечеру мы уже были на станции, откуда на электричке вернулись в Слюдянку, в музей минералов. В этот раз мы решили взять номер подороже с душем. С удовольствием помылись горячей водой и договорились с хозяйкой о посещении музея на следующий день. Утром мы отправили с почты посылку самим себе в Барнаул. В ней поехала еда и часть снаряжения для следующего небольшого путешествия по Алтаю. В Слюдянке мы попытались найти еще хотя бы один работающий музей, но таковых, к великому сожалению, не оказалось, поэтому, пообедав в достаточно известной железнодорожной столовой, отправились в музей минералов. 431 рубль.
Валерий Алексеевич Жигалов открыл первый в России частный музей минералов в 1990 году, но собирать коллекцию начал задолго до этого, в 1975. Тогда же и зародилась идея создания музея минералов в Слюдянке. На данный момент экспонатов в нем более 10 тысяч, и собраны они не только в окрестностях города, но и на территориях бывшего СССР и даже за границей. Музей строился долго и не без проблем. Как говорил сам Валерий Алексеевич, мой труд в создании музея 10%, а 90% – борьба за его выживание против властей в разные времена. Более подробно прочитать об этом можно на сайте музея, а ссылку я прикреплю в описании к видео. На данный момент популярность музея очень велика. Во время нашего проживания в хостеле хозяйка проводила по несколько групповых экскурсий в день. Более того, многие туристы считают, что если ты не был в музее минералов, значит ты не был в Слюдянке. На следующий день от вокзала Слюдянки мы отправились в порт Байкал на такой замечательной нерпочке. Поезд состоял всего из одного вагона, заполненного туристами, а его путь пролегал по знаменитой Кругобайкальской железной дороге, или сокращенно КБЖД. Многие туристы едут на Байкал, чтобы пройти эту железную дорогу пешком. Но у нас впереди был поход по Большой Байкальской тропе от Листвянки до Бугульдейки, поэтому мы поехали на поезде. В нескольких местах он делает непродолжительные остановки на отдых, во время которого можно бегло осмотреть некоторые достопримечательности. Расстояние в 89 километров между Слюдянкой и портом Байкал поезд преодолевает за 4 часа 45 минут, не спеша продвигаясь по крутому берегу. На всем своем протяжении дорога изобилует инженерными сооружениями и занимает первое место в России по их насыщенности. В настоящее время здесь используется 268 подпорных стенок, 38 тоннелей и 248 мостов и виадуков. Строительство дороги шло с 1896 по 1905 год. Раньше она была длиннее и соединяла порт Байкал с Иркутском. Сейчас этот участок находится под водой Ангары, чей уровень здесь поднялся после строительства Иркутской ГЭС. До революции КБЖД называли «золотой пряжкой стального пояса России», потому что она соединяла разорванную Байкалом Транссибирскую железнодорожную магистраль. Конечная станция на КБЖД – поселок Байкал, или, как его называют чаще, порт Байкал. Это настоящий порт, в котором помимо действующих кораблей нашли свой последний приют и давно отслужившие. Сам поселок появился здесь как раз-таки в связи со строительством железной дороги. Какое-то время он даже носил статус поселка городского типа, но потом утратил его. Сейчас здесь проживает порядка 400 человек. От поселка до мыса Рогатка и одноименного причала курсирует по расписанию паром. Стоимость проезда небольшая. На момент нашего посещения была около 80 рублей. При посадке меня немного удивило, что на паром в первую очередь запустили пассажиров, а только потом начал заезжать автотранспорт. Хотя логичнее и безопаснее было бы сделать наоборот. Ну вот паром загружен и отправляется по изумрудной воде на противоположный берег реки Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала. Ширина ее истока более километра, и это расстояние паром преодолевает всего за несколько минут. От мыса Рогатка до основной части поселка Листвянка мы добрались на такси.
совсем немного прогулялись по нему, приобрели некоторые продукты для предстоящего похода и поспешили на Большую Байкальскую тропу. В самом ее начале инспектор национального парка проверил у нас наличие билетов, и мы расположились на живописной поляне на ночлег. Завтра начнется новый этап нашего путешествия по берегам Байкала.